Ему сообщили, что жить осталось 3 дня. Но вместо того, чтобы ждать смерти, Эндрю Уитмор вышел на улицы Чикаго и наткнулся на маленькую девочку, которая прижимала к себе голодного малыша. В тот момент все изменилось. Он мог пройти мимо, мог отвернуться. Но когда София подняла на него глаза, в которых смешались страх и надежда, умирающий миллиардер принял решение, которое изменило не только его последние дни, но и будущее 2 детей. Эндрю, известный девелопер и владелец множества небоскребов, всегда жил в мире денег и власти. Но теперь его богатство казалось пустым, а тело — хрупким. Он шел по шумным улицам Чикаго, игнорируя спешащих людей и сигналящие машины. Когда он дошел до парка, усталость осела на него, и он сел на скамейку. Именно тогда он услышал тихий плач. На маленькой скамейке сидела девочка в выцветшей розовой кофте, прижимая к себе ребенка. Мальчик был истощен и едва дышал. София не просила ничего, просто смотрела на него глазами, полными отчаяния. Эндрю протянул руку, и они вместе отправились за едой. В закусочной девочка ела с такой жадностью, что сердце Эндрю сжималось. Она заботилась о племяннике, хотя сама почти не ела. Именно тогда миллиардер понял, его последние дни он хочет посвятить не себе, а защите этих детей. Он устроил их в небольшую гостиницу, купил еду, обеспечил безопасность. С помощью адвоката Эндрю начал оформлять документы на опеку и создать для них трастовый фонд. Когда опасный мужчина, угрожавший Софии и ее племяннику, появился в гостинице, Эндрю встретил его смело. Он был готов бороться до конца, защищая их от любой угрозы. Эндрю наблюдал, как София и малыш постепенно находят чувство безопасности. Его дни были коротки, но наполнены смыслом. Любовь, а не богатство, стало его наследием. Он умер, держа руку Софии и касаясь маленькой ладони Наа, зная, что оставляет их в безопасности. Парк в Чикаго получил новое название «Сад Уитмора» в честь человека, который выбрал любовь вместо власти. София и Наа выросли в безопасности, окруженные заботой и вниманием, каждый день помня о том, как один человек смог подарить им новую жизнь. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.